же его скорее! Приветствую, друзья! Вы на канале Софийская, и сегодня мы пишем налима акрилом на холсте. Сначала моя главная задача — заполнить фон цветом. И так как мы пишем толщу воды, цвета я беру соответствующие. Пока идет процесс, расскажу вам про нашего главного героя. Налим сохранился на Земле со времен ледникового периода. Эта рыба — единственный представитель трескообразных, предпочитающий пресную воду. Он прекрасно чувствует себя в реках и озерах северного полушария, в Сибири, на севере Европы, в Канаде и на Аляске. Из-за своих свойств и образа жизни налим считается мистическим существом. Во-первых, кожа у рыбы покрыта огромным количеством слизи, что делает его очень скользким типом. Во-вторых, являясь донным хищником, он охотится, но среди ночи, а в светлое время суток прячется в норах ракообразных или среди коряг у речных берегов. Кстати, этот сюжет лег в основу рассказа Антона Павловича Чехова «Налим», по мотивам которого было снято аж 2 короткометражных фильма. В этом видео я использую кадры из первого. А что за действо на экране, спросите вы? Здесь я кисточкой коза пытаюсь немножечко разгладить границы цвета, чтобы создать более равномерный фон. Дело сделано, приступаем к налиму. Я взяла плоскую кисть со скосом и немного желтой краски. Но вернемся к занимательным фактам. Третьим интересным свойством, которым обладает налим, является его склонность к пониженным температурам. Активнее всего рыба ведет себя в холодной воде, поэтому и нерест у него происходит зимой. Ну вот, у нас начинают прорисовываться некоторые очертания налима. Пора поговорить о его внешних особенностях. Из них можно выделить большой рот с длинной верхней челюстью и парой коротких усиков на ней. На подбородке также есть один длинный ус, который напоминает мне бороду старого мудреца. Эти усы и чувствительные рецепторы по всему телу помогают налиму ориентироваться в полной темноте и находить добычу по вкусу, запаху и малейшим колебаниям воды. Окрас у рыбы варьируется от бурого до серого с большим количеством пятен и может меняться в зависимости от грунта, воды и возраста особи. Чем налим старше, тем он светлее. Признаюсь честно, друзья, я иногда ленилась снимать, поэтому в этом видео не будет всех подробностей изображения налима на холсте. Но надеюсь, вам все равно будет интересно наблюдать за процессом. На этом этапе мы берем большую кисть и начинаем прорисовывать воду, чтобы она была насыщенной и не такой прозрачной, как первый слой фона. Как вы видите, я стараюсь быть максимально аккуратной, но все это полетит к чертям буквально через несколько секунд. А почему бы и нет? Хоба! А вот и налим. Постепенно мы с вами приближаемся к завершению работы. Здесь я начинаю писать водоросли. Чтобы создать иллюзию объема, поверх засохших водорослей я накидываю еще один слой голубого цвета. Таким образом, у нас получается
дополнительный слой воды. Раз за разом я повторяю этот процесс со всеми появляющимися на холсте деталями. Хочу вам показать, как я записываю закадровый для этого видео. Идет дождь, я в лесу, иногда гремит гром. Пишем диалоги о налиме. Теперь, когда картина готова, остается нанести финишный слой лака. Несмотря на то, что акрил считается долговечным материалом, для его защиты я все равно предпочитаю нанести дополнительный матовый слой. За пару часов он высохнет и станет абсолютно невидимым. Наконец, весь процесс завершен. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!